Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, это ZTE Nubia Z50. Чем она хороша? Ну, разумеется, это 4 миллиона баллов практически в Antutu AI. Это больше миллиона далеко за в обычном Antutu. Если говорить о синтетике с красивой точки зрения, 130 тысяч баллов в Storage тесте. Здесь быстрая память, и это круто. Если говорить о каких-то других его возможностях, быстрая зарядка, разумеется, 144 Гц экран, но так ли все волшебно в этом смартфоне, вы сейчас узнаете, потому что по ходу я его сразу вот сейчас сравню с iPhone 11 стареньким, специально купил бэушный для того, чтобы сравнивать с самым продаваемым смартфоном. Вот такие бренды второго эшелона. Это все-таки не третий эшелон, это не какой-то там Tecno. Но это все-таки не первый эшелон. Почему? Посмотреть сравнение Moto X40 с этим телефоном, кстати, недавно было на канале, по видеовозможностям. Здесь много минусов. И, к сожалению, нет защиты от влаги. Но это лирика. В конце я подытожу, что мне здесь не понравилось. Понравился, разумеется, внешний вид. Ну, наверное... Все, смотрим. И вот сейчас вход уже идет на iPhone 11 и ZTE 50. Сравнений будет несколько, не особо много. Почему? Потому что я не считаю, во-первых, супер старый телефон чем-то хорошим для покупки, но с точки зрения смены именно для камеры, вот сейчас вы видите разницу. Единственное, я включил освещение для того, чтобы у вас появилось понимание того, что если вот с дополнительным освещением, не как Sony FX3 работала с микрофонами, но без освещения, сейчас у смартфонов нет микрофонов, работают их родные, но освещение у них появилось. Вот так в студийном качестве вы сможете снимать. И по мне ZTE снимает хорошо, но не волшебно. Смотрим, это основные камеры 4К 60 FPS, но вы видите 1080p, потому что все перевернуто. И здесь уже на iPhone 4К 60 FPS, фронтальная камера. Насколько хорошо для вас вот эта вот картинка, напишите. Кто для себя выбрал ZTE, вдруг такие, я уверен, кто-то из тех, кто смотрит данный ролик, найдутся. Напишите почему, потому что по мне... А в каких сценариях использования ZTE прям рвет какие-то смартфоны из-за брендов за те же деньги? Я не знаю. Я могу вам BBK перечислять очень долго, которые даже по камерам будут не хуже. Но это смотря как смотреть. Опять же, вы смотрите, делаете выбор. Напоминаю, что это дело в исходниках я скину потом в телеграм-канал скидок. Точнее, свой личный телеграм-канал. В скидке я пока не буду примеры скидывать. Как слежение отрабатывает и все остальное вы сейчас видите. Ну и насколько фронталка у одного отрабатывает по размеру картинки и другого. Плюс детализация небо и земля. Ну что же, 4К на iPhone 11, у которого уже, мне кажется, стерта камера под самое не балуйся. Может быть, его даже буду восстанавливать, либо новый iPhone куплю, если вам зайдет. И камера на Z50. Тут однозначно выигрывает, конечно, новый девайс. Опять же, по моему субъективному мнению. Хотя, может быть, и нет. Нужно смотреть будет на большом экране, как всегда. По поводу стабилизации видео в 4К 60 FPS. Сами все сейчас видите. Съемка с двух рук. И... Что, и на телефоне, если честно, понять, кто лучше снимает, очень тяжело. Очень. Очень забавно. Nubia только что потеряла фокус. По причине. Ветер очень сильный, как работают микрофоны и все остальное, вы видите и слышите. Фронталку в Nubia максимум 1080p, у iPhone показывает 4К 60 FPS. Насколько хорошо все это дело отрабатывает, решать вам. Но мне кажется, что победитель очевиден. Прямо вообще очевиден. И это несмотря на то, что смарту уже несколько лет. Прям физически, не только с точки зрения модели. Весь аккумулятор, наверное, на часа 3. Фронтальная камера, максимально сложные условия. И вы видите, что здесь конкретнейшим образом... с одной стороны, хотел сказать, что iPhone проигрывает, с другой стороны, смотрите, что делает Nubia с фронталкой, что делает iPhone. И объективно говоря, деталей больше в старом смарте. Сравнение основной камеры в лифте
по большому счету, ну, я даже не знаю, где лучше. Я знаю, что iPhone берет, не кропает картинку, а кто-то кропает прям под самое «не хочу». Я думаю, вы догадаетесь, кто. Отвлеченной стабилизации кропает Z50 значительно меньше, но стаб, как только отключаешь, это не картинка, это непонятно что. У Яблока все более-менее прилично. iPhone 11 и Nubia. У Nubia сейчас, чтобы была примерно одинаковая картинка, отключен стабилизатор, потому что иначе она конкретно кропает. И вы видите разницу сейчас, скажем так, абсолютно невооруженным взглядом. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Не скажу, что пакинг волшебный, но стандартный. В комплекте мы имеем запакованный смартфон, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, неплохой чехол, кабель зарядки и блок питания на 80 Вт с разъемом USB Type-C и китайской вилкой. Весит смартфон 199 граммов, а габариты составляют 162 на 73 на 12,3 мм с блоком камер, а без него 9,4 мм. Я вам скажу, я думаю, вы заметили, что смартфон выглядит и правда классно. В чехле он очень сильно похож с фронтальной части на какой-нибудь топовый OnePlus. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 26 числа еще будет презентация Xiaomi. Я расскажу, как я разыграю Xiaomi 13 глобальной версии. Подписывайтесь в телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в черной, светло-зеленой и белой расцветке. Дизайн интересный, выглядит смартфон своеобразно, как и красная кнопка блокировки с окантовкой на основном сенсоре. Боковые грани закругленные, и если сравнивать дизайн с Nubia Z40 Pro, то внешне изменений мало. Тыльная часть в моем случае из глянцевого стекла. Светло-зеленой расцветки, тыльная часть выполнена из эко-кожи. Рамка пластиковая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии OTG 3.1 с функцией DisplayPort Alt Mode, что очень даже хорошо. Далее есть микрофоны, динамики, один основной и один разговорный. Звучание здесь псевдостерео. На максимальной громкости динамики хрипят, что является фейлом. Есть поддержка Snapdragon Sound и DTS X Ultra. Вибромотор неплохой, сильный, но далек от идеала. ИК-порт и мини-джек отсутствуют. Защита от влаги и пыли тоже отсутствует. Очень странно за эти деньги, правда? Вспоминаем Motorola, которая недавно была, и удивляемся, что у них за эти деньги защита IP68, а здесь нет. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок в наличии и он средних размеров. Контрастность 3 миллиона к 1. Цветовой охват DCI-P3 100%. Есть сертификация UL Platinum Low Blue Ray от синего света. Плотность пикселей скромная 395 ppi по нынешним меркам. Запаса яркости нет. При прямом попадании света на экран яркости мало. Пользоваться смартфоном в солнечный день затруднительно. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, но все равно оболочка в этом режиме фризит. Авторежим на борту. Тач на 360 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете видеть на экране. Результаты не впечатлили совсем, с одной стороны, с другой стороны не все так ужасно. Шим выше 18% не поднимался даже на минимальной яркости, что хорошо. Always On Display в наличии, мультитач на борту и на 10 касаний откликается экран свободно. Экран, учитывая стоимость, как по мне, не топ, так как яркости лично мне не хватает. При прямом попадании света на экран разрешение маленькое, как и плотность пикселей. Я это 10 раз за ролик вспомню, но по мне они просто с потолка цену взяли на данный смарт, для того, чтобы его продавать. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев довольно непривычно, что он довольно высоко, потому что мы уже привыкли к BBK, которые сканера низко располагают с одной стороны, с другой стороны это удобно. Работает он у меня не супер быстро, как и распознавание лица. 5 пальцев можно завести, притом это может быть один и тот же палец, можно завести только одно лицо. Процессор установлен последний, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометров с 8 ядрами. Одно Cortex X3 версии 3.2 на 3,2 ГГц, 2 Cortex A715 на 2,8 ГГц, 2 Cortex A710 на 2,8 ГГц и 3 Cortex A510 на 2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MyOS 13 на базе Android 13 версии, Google сервисы на борту. Интерфейс доступен на
китайском и английском языке. Русского в стоке нет. Вполне возможно, вы увидите глобалку, и там он будет. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256, 512 и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей с двух карт, что для нас не особо актуально. Для 4G сети 7 и 20 бенды в наличии. Звучание во время разговора неплохое, датчик приближения и микрофон меня не подводили. Bluetooth версии 5.3, NFC смартфон поддерживает, MirPay устанавливается и оплачиваем покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Стандартно для Qualcomm, но единственная проблема, что он довольно долго ищет спутники. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки на 100% яркости. С автоматической частотой обновления экрана смартфон выдал скромные 8 часов 15 минут. Это мало. Z50 заряжается с 0 до сотки за 1 час у меня. Может быть, у них быстрая зарядка не активируется, может быть, с кабелем проблема, но у меня по факту он заряжался целый час. Притом за 20 минут он зарядился на 50%. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi при 100% яркости у меня улетает 9% заряда, в играх в среднем уходит 23%. Показал себя смартфон в играх, я бы не сказал, что волшебно. Яркость не сбрасывал, но довольно быстро и сильно грелся. Перейдем же к тестам, но перед началом отмечу, что все тесты он прошел без дополнительного охлаждения, то есть как K60 Pro от Redmi. Мне в морозилку его не понадобилось закидывать. С другой стороны, тротлинг тест он проходит с нереально плохими цифрами. Он не тротлит, но 203 гипса минимально, максимально 240, в среднем 217 на 100 потоках при 30 минутах. Как будто у вас другой процессор, правда? Поколение так 3 назад. В Geekbench смартфон при первом прогоне показывает лучший результат, при втором Single Core 1403, Multicore 4365. Притом время между первым и вторым прогоном больше 2 часов было. 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 3743, Wildlife Stress Test 13509, Wildlife Extreme Stress Test 3748, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. Antutu выдал результат в 1 114 000 попугаев. Storage Test показал хорошие 130 000. Результаты 45-минутного стресс-теста вы видите на экране. Не так ужасно, как у Motorola. У них вообще было просто атас. Он половина возможностей скидывал через 5 минут. Здесь все лучше, но не волшебно. Antutu AI выдал смартфон просто космический результат. Такое ощущение, что под него они и делали этот смарт. 3 989 000. Почти 4 миллиона. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и кольцевой LED вспышки. Основной сенсор это Sony IMX787 на 35 мм на 64 мегапикселя со светосилой f1.6. Сверхширик Samsung GN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 116 градусов и макро. В кольце светодиодной вспышки расположили мультиспектральный сенсор для точного определения цветов в зависимости от окружающего освещения. Оптостабилизация, как и цифровая стабилизация на борту. Во всяком случае, по заявлению производителя, я ее особо сильно не заметил. Запись доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 8К 30 FPS. 4К 60 FPS, разумеется, имеется. Еще имеется 4К 120 FPS. Хотя, опять же, учитывая качество съемки, не особо актуально по мне. В стоковой камере имеется много различных режимов, фильтров, вспомогательных функций. Экспериментировать есть с чем, к примеру, ночью, алгоритм фокусировки и подобное. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Фронтальный сенсор обыкновенный, стабилизации видео никакой. HDR для фронталки, как по мне, бесполезный. Бьюти-режим очень часто автоматически сам у меня включался. Будем надеяться, с прошивками новыми допилят. Основной сенсор снимает неплохо, картинка не дерганая, но стабилизация смазывает кадр. Шумов в ночное время суток в локации с искусственным светом немного. Основной сенсор значительно кропает кадр. Сверхширик снимает плавно, без рывков, но только днем. Фотографии на основной сенсор получаются неплохими, так как цветопередача более естественная. Цвета не перекручены. Короткие примеры вы сейчас увидите и сразу можете посмотреть недавний обзор на Moto X40. Там я сравнивал эти два смартфона. Напишите, что вам больше понравится. Moto снимал вроде бы лучше, если смотреть со смарта, но потом на компьютере оказалось, что снимал лучше спойлер как раз этот смартфон. Вот так она будет в закате у вас отрабатывать. По мне, с составом здесь все плохо. У других смартов, конечно, тоже не волшебная картинка в этих условиях. Но Nubia, если зафиксировать, наверное, все хорошо, но движение плохо по мне. И основная камера стабилизации видео включена. Плавно едем. Солнце не мешает. Я бы даже сказал, помогает. Ну, неплохо, кстати. На небольшой скорости, если
масштаб по мне справляется. Но надо смотреть опять же в исходниках. Напоминаю, исходники у меня будут в телеге. Потому что то, что вы увидите на YouTube, все равно это может отличаться, как у Xiaomi. После рендера происходит полный краш. А если ты будешь его стабилизировать, то там тоже ничего хорошего не будет. Это фактически не то, что ты снял. Много деталей теряется. 4К 60 FPS, стоит у меня ультрастабилизация, и я бы вам хотел сказать, что мне напоминает этот телефон. Мне он напоминает почему-то OnePlus. То есть по чехлу, по тому, как он сделан, по ощущению в руке. Я не знаю, в чем смысл этой эргономики ассоциативных рядов, но вот по факту. Если плавно вести камеру, даже против солнца, ну вот на экранчике выглядит все красиво. Как это все будет в жизни выглядеть, это, конечно, вопрос, что вы будете видеть. А сказать я хотел такую вещь, которую я, наверное, редко говорю. ZTE все-таки, как Lenovo или Motorola, это не бренд третьего эшелона, это все-таки бренд второго эшелона. Если вы его приобрели, если по поводу брендов третьего, Tecno, всяких Infinix'ов, у меня довольно четкая позиция говорит, что ну не стоит выбрасывать деньги, это реально выброшенные деньги. То у ZTE, у Lenovo, у Motorola и у подобных брендов, которых не так и много, их, кстати, меньше, чем брендов первого эшелона, у них есть особенности. Я думаю, что с ними реально проходите 2 и 3 года. У них все-таки интересная оболочка, их как-то допиливают. И в отдельных сценариях использования они немногим отличаются в худшую сторону, в отличие от брендов первого эшелона. Где-то даже выигрывают. Вот, допустим, правильно мне написали по поводу сравнения Motorola X40, когда я делал обзор на Redmi K60 Pro, что при рендере получилось так, что картинка у Lenovo Motorola X40 была дерганая, когда я снимал. А после того, как я закинул их в проект, эти видео, у Motorola все стало хорошо, а у Xiaomi, и это, кстати, еще раз повторяюсь, их давняя проблема с Xiaomi 12T начиная, полный краш был. Да, их можно перерендерить, да, можно устанавливать сторонние программы для съемки, да, конечно, вот сейчас был печальный момент. Но, опять же, если вы планируете резать какие-то видосики, хоть чуть-чуть, то Xiaomi такой себе вариант. Нужно будет еще помучиться. А вот такие бренды третьего эшелона купил, вот автофокус, и резкий, прям безумно резкий, но быстрый. Какие претензии? Есть автофокус? Есть. Отслеживание есть. Ну вот реально, что я могу сказать? Что он как-то нехорошо отслеживает, некрасиво. Это при том с включенной стабилизацией, хочу отметить. Вот так. Но оболочка убивает, конечно, после чего-то потребного. Ага, вот все. Фронталка 1080p, те же условия. Сейчас сенсор будет бить солнце. И роллинг шаттер, в отличие от Motorola X40, здесь нету. В Motorola X40 он исчезает, как только ты отключаешь у фронталки стабилизатор. Даже с последней прошивкой. После того, как мне в комментарии написали, с последней прошивкой все исчезло, я перепроверил, ничего не исчезло. И в X30 то же самое. И такая же беда была, и им все равно, в принципе. Ну а насчет того, что снимает она хорошо или нет, бьюти режим включен. Что я имею в виду? Любые такие смарты, к сожалению, вас украшают автоматом. Почему? Потому что они не могут передать всех деталей, прыщей, морщин. И может быть оно и хорошо, но мне кажется, что всегда легче потом наложить маски. Вот. А деталей должно быть по максимуму. Вот так будет снимать фронталка. Ночь, фронталка 1080p, и вот так в шумах вы сможете себя увидеть с нулевой стабилизацией, если вы решите себя снимать. Этого достаточно. 4К 60 FPS и стабилизация не очень хороша, но в целом картинка, если брать неоновые вывески, вот они фризят, но не худшим образом. Еще маленький тест фронталки в помещении. Все желтит, все отсвечивает, но волосы, кстати, видны, шумов море. Я начинаю, правда, думать, зачем столько камер, если они не очень. Ну, стоимость смартфона высокая. Надо примерно прикидывать, сможешь ли ты себе любимого снимать или не сможешь. Так, чтобы потом себе нравится. Бьюти режим, разумеется, есть, он отключен, но мне кажется, он все равно работает, потому что минимальное количество недостатков передает камера. Вот я опять бьюти режим вручную отключил, и, скорее всего, сейчас, когда остановлю съемку, тоже увижу на двойке.
То есть я до этого включил, ну это опять же прошивка. То есть я включаю его без бьюти режима, останавливаю съемку, проверяю, оказывается бьюти режим на 2 из 7 выставлен. То есть на процентов получается, не знаю, 15-17. Фронталка и роллинг шаттера к радости к нашей общей, как мы видим, нет. Основная камера 4К 60 FPS, смотрим X максимальный, бесполезный X15 с 2 рук. Ну ничего, просматривать кому-то что-то, может быть, будет интересно. Немного ультраширика. Напоминаю, что все исходники будут в телеге моей личной. Не все, но большинство. Наверное, ультраширик точно закину. И основная камера. Если будете снимать себя, вот так оно все будет выглядеть в лифте. 3К 60 FPS, супер экстремальный тест камера. И как все это дело будет работать в лифте. Разные источники освещения, плюс съемка через стекло, плюс, вот видите, мерцание цепляет все это дело. Вот так движение будет вести съемка через стекло. Солнце в линзу. Теперь солнце позади. Открываем окошечко. Так, плавненько, если звук снимать. Получается затемненно на участке очень. То есть, чтобы вы понимали, впереди себя я вижу прям очень хорошо. С камеры пересвет у крыши, она намного темнее на камере. Вода отражает солнце, поэтому не удивительно, что картинка такая странная. Но впереди все равно странно, что затемнение такое. Те же условия немного фронталки. И солнца-то много еще. Притом оно не супер-мега яркое, потому что уже идет закат. Вот так фронталка будет отрабатывать в данных условиях. 80p 60 FPS, максимум X20 по фото, но все, что выше, чем X5, мыло-мыльное. И еще заметил такую вещь, что у фронталки упорно отключаются настройки отключения бьюти режима. Здесь у нас максимум X15, 4К 60 FPS. Даже если со штатива я бы это дело снимал, все равно ничего хорошего бы из этого не вышло. 4К 60 FPS, ультраширик, буквально 5 секунд. HDR10 на фронталке. Вот так. Так, стабилизация включена, 4К 60 FPS. Мы помним, что это все у нас при любом раскладе кропнуто конкретно. Даже с iPhone 11 это было видно. И пытаемся оценить, если вы решите по каким-то неведомым мне причинам использовать все это дело как GoPro камеру. Хотя GoPro камера стоит дешевле, даже последняя. Тем более GoPro-шка пойдет, в принципе, для того, чтобы все было хорошо. Даже за 1000, наверное, 15-10 бэушная. И вот так все это будет сниматься в 4К 60 FPS. Мне картинки не хватает объема, не хватает деталей. Очень-очень плохая работа со светом, по ощущениям. Но, опять же, это все на компьютере может быть как-то по-другому. Потом увидим. Я думаю, вы уже будете видеть. С автофокусом все хорошо. Вот смотрите, как оно быстро переходит с ближнего на дальний объект. И это в 4К, еще и со стабом. То есть в целом с этим делом претензий нет. Но опять же, стаб такой, ощущение, что его нет. Но снова то, что вижу я, будет отличаться от того, что увидите вы. Потому что все это дело я уже к моменту выгрузки посмотрю.
и расскажу вам в начале и в конце по поводу моих ощущений и впечатлений. Тем более этот смарт я еще и с Motorola сравнивал. Ну и немного фронтальной съемки. Вот так все это будет выглядеть, если солнце вам будет бить в глаза. Все равно бьюти режим включается. Вот даже если он не включен, все равно видно, что он прям бьюти-бьюти. Немного на фронталку, но в портретном режиме совсем беда, то есть никаких там отделяющих волос алгоритмов нет. Все это заблюривается, притом довольно колхозно. Примеры сможете посмотреть, еще раз повторяюсь, в моей телеге личной. А к чему это все? К тому, что с одной стороны, что можно хотеть от подобного устройства, с другой стороны, от чего от него много вы не хотите, если стоит оно как крыло самолета. Пусть даже маленького самолета, если бренда А стоит как большое крыло, это как у маленького. Минусы: нет мини-джека, нет ЭК-порта, динамики хрипят, нет защиты от влаги, нет возможности расширить внутреннюю память, ставив microSD. Минимальные показатели в тротлинг-тесте — это, конечно, мрак. Мало яркости экрану, слабая автономность, и смартфон очень странно работает. В первую очередь вопросы, разумеется, к операционке и оптимизации. Внешне он выглядит классно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного всегда. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное вам спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Кто посмотрел ролик, двойное огромное спасибо. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. С основной камеры вот сейчас 4К 60 FPS, картинка и правда хороша. Но хороша только картинка. Я сейчас объясню вам свою позицию. Смотрите, это второй эшелон. Это не первый и не третий. К сожалению, прошивка здесь не волшебная. Да, здесь есть бенды, но нет русского языка. Да, у вас будет ощущение того, что у вас премиальное устройство в руках, но у него малая автономность, не топовый экран и, по мне, довольно космический ценник. Сейчас я вам аргументирую. Если брать Motorola за те же деньги, последнюю, которую я тоже не с флагом в руках могу советовать, у нее есть хотя бы защита от влаги. Если брать бренды, то они снимают точно не хуже, а скорее лучше, у них лучшие экраны. Где там эти 144 Гц, я не знаю, плавности в оболочке нет. И по совокупности факторов русского нет, защиты от влаги нет. Цена космос, ZTE, но вы туда куда-то не туда повернули, вам надо 25% по мне срезать от стоимости, тогда можно разговаривать. Классно выглядит смартфон, в каких-то сценариях использования приятно его использовать, но сказать, что он в чем-то, где-то у кого-то выигрывает, за счет чего он имеет такой ценник, я однозначно не могу. Поэтому от меня минус 25% от стоимости девайсу однозначное да, за этот ценник однозначно нет. Еще раз прошу тем, кто имеет ZTE на руках, написать и аргументировать, почему вы выбираете именно это устройство. Мне интересна ваша позиция, позиций всегда может быть много. Я не могу сейчас сказать, что за эти деньги нужно покупать это, потому что у всего есть свои минусы. Но по ZTE один ответ. Слишком много минусов за эту стоимость. Под Antutu AI они запилили устройство, память внутреннюю классную поставили, вроде бы герцовка высокая, и все. Всем огромное спасибо еще раз за просмотр. Пишите, согласны или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.